Всем привет, с вами Ганди. Это новая серия сюжета «Цепи судьбы». Спасибо SVR10, Алексею Сергееву и Итачи Сану за поддержку. Спасибо вам за ваш актив, а также спасибо тем, кто залетает в телеграм-канал и в группу ВКонтакте, потому что это очень важная вещь. А еще важнее подписаться, если не подписан. Ну и давайте сегодня не будем долго растягивать и начнем поскорее. «Цепи судьбы», 43-я часть. Глава 43. Болезнь Какаши. Вскоре прибыли основные силы, чтобы занять плацдарм, который поручили захватить Какаши. На удивление все было спокойно. Все это время я старался хоть чем-то помочь, хоть меня упорно заставляли отдыхать. Мы дождались, пока Рин передаст информацию о больных новоприбывшим ирианинам, и наконец-то все вместе отправились назад в Коноху. Пожалуй, я никогда так не радовался обычной пробежке, как сейчас. Вокруг меня шумели шиноби, рассказывая друг другу интересные, а порой и фантастические истории. Когда Акая просил меня подтвердить его слова, я лишь улыбался и кивал. Мне хотелось просто наслаждаться этими сладостными минутами спокойствия. Нана о чем-то шушукалась с Рин, периодически хихикая. Надеюсь, она действительно почувствовала облегчение. Следя за ней, я видел, как иногда грустное выражение лица возвращается, но Рин не давала ей и шанса на печаль. Какаши, поравнявшись со мной, проницательно посмотрел мне в глаза. Я кивнул ему, показывая, что в порядке. Мой друг лишь легонько ударил меня в плечо, после чего двинулся вперед, пытаясь отвязаться от Гая, который, очевидно, затеял гонку до деревни. Кажется, эти двое и правда отлично ладят. «Обито!» — крикнул Гай, вырываясь вперед меня. «Те двое, которые проиграют, кормят всех остальных!» «Чего? Я же не говорил, что участвую в крупных гонках!» непонимающе промычал Гай. «Какаши сказал, что ты в деле! Давай же, в этом и есть наша юность! Идти вперед, несмотря на риск! Ха-ха-ха!» Какаши паршивец решил пожрать на халяву и уже довольно сильно оторвался. А до деревни-то всего ничего. Я повернулся в сторону парней из своего отряда и подозвал Акая. «Ты ведь владеешь техникой теневого паралича?» «Ну да, я же из клана Нара, капитан. Поймай Гая». «Того бравастого парня? Ну уж нет. Он сегодня весь день со мной пытался соревноваться». «Черт, Акая, на кону бесплатная еда». «Черт, я уж давно так не ел пирожков и жареного мяса. Я готов. Тогда задержи его и позови Хисао. Мы выиграем этих жуликов». «Понял?» Акая позвал Хисао. Мы быстро нагнали Гая. Я тут же привлек его внимание, заставив товарища слегка замедлиться. И в эту секунду Акая поймал его в теневые путы. «Чего? Обито, так же нельзя!» «Ха, прости, Гай, но никто не устанавливал правила». «Черт, я так просто не сдамся!» Гай пыжился, а Акая трясся, пытаясь удержать его. «Быстрее, он довольно силен! Удачи, встретимся у ворот!» Смеясь, проговорил Хисао. Мы резко понеслись вперед. Какаши, который заметил наше приближение, решил двигаться быстрее. Я кивнул своему товарищу, и тот, прижавшись к стволу дерева, резко применил технику переноса разума. Какаши застыл на месте. Проносясь мимо него, я прокричал: «Кажется, сегодня твой кошелек сильно опустеет». «Я так не думаю, Доробита», – спокойно сказал Какаши, поравнявшись со мной. «Чего? Теневой клон?» Быстро догадался. Мы неслись с огромной скоростью, лавируя между ветвей. «Посмотрим, не растерял ли ты форму, пока был на территории врага», – заявил Какаши, подначивая меня. Можешь не сомневаться, дурак Какаши», – резво ответил я, вырываясь вперед. Так мы добрались до финишной прямой. Я уже видел, как врата деревни озаряются вечерними огнями. Мы бежали наравне, ни на минуту не сбавляя темп. За месяцы интенсивных миссий я неплохо освоил технику дыхания. Правда, и Какаши не терял темпа. В один миг он резко оттолкнулся и вырвался вперед. Я был поражен, что у него еще остались резервы для такого рывка. Моей ставкой была выносливость. Я тщательно копил силы и расходовал их по необходимости. Однако Какаши осекся. Его нога слегка зацепилась за камень. Он потерял темп и вот-вот был готов упасть. Я ускорился и подхватил его под руку, восстанавливая ритм друга. «Я не приму такой глупой победы», – улыбаясь, говорил я и ускорился. «Вот же позер», – также тяжело дыша ответил он, пытаясь меня догнать. В конце концов, мне удалось урвать победу. Охрана у ворот смотрела на нас, как на полнейших придурков, но нам было все равно. Переводя дух, я издевался над Какаши, который сетовал, что ему просто не повезло. Больше всего был расстроен Гай. Он упал на колени и признал свое поражение.
Я опять недооценил тебя, Обита. Теперь я должен пробежать 1000 кругов вокруг Канохи в качестве наказания, да. Что ты сделал ему? Вопросил Какаши. Велел Акая взять его в технику теневых пут. Умно. Подметил Какаши и засмеялся, вытирая пот со лба. Нана, глядя на нас, спросила у Рин. Это нормально? Разве они не лучшие и самые хладнокровные шиноби деревни среди нашего поколения? Может и так, но они все же мальчики и никогда не упустят шанса посоревноваться. Такие уж они, ответила Рин, садясь рядом с нами и обнимая. Нана улыбнулась и понимающе кивнула. В эту минуту Рин потянула ее за собой и тоже прижала к себе. Девушка сначала опешила, но затем прижалась к Рин, словно котенок. Когда прибыли остальные, Айба выстроил всех в 2 шеренги. Я подошел к нему и сказал: нет нужды в этом, миссия закончена, и я уже не ваш строгий и требовательный капитан. Да, вы стали для нас гораздо большим, так, ребята? Шиноби дружно подхватили, не забывая добавить колкой от себятины. Правда, готовите ужасно. И вечно забываете, кто дежурил. А еще порции делите не поровну. Я насупился и взмолился. Да понял, я понял, только в рапорте это не пишите. Ребята дружно захихикали. После чего из строя вышел Акая, который положил руку мне на плечо и сказал: когда мы войдем в деревню, наш отряд официально перестанет существовать. Но что бы ни случилось, если вам нужна будет помощь, мы все готовы прийти на выручку. Да, парни? Только не выходные, крикнул Хисао из толпы. Да, не выходные, поддержали остальные, посмеиваясь. Айба приложил руку к лицу, раздраженно выдыхая. Как дети, честное слово, прогудел он. Да ладно тебе, заместитель капитана, теперь сами боги велели тебя споить, учитывая, что сегодня нас кормят бесплатно. О нет, мои деньги! Воскликнул Гай в ужасе. Не волнуйся, Гай, я тоже вложусь. Все же, как-никак, я их капитан. Спасибо, Обита, ты такой хороший соперник и друг, сказал он, хлюпая носом. И Какаши вложится, так ведь? Ну, я же проиграл, так что придется, смущаясь, проговорил тот. Договорившись отметить, мы дружно отправились в закусочную поесть мясо. Всю дорогу я не отпускал руку Рин, чувствуя, что наконец-то вернулся в место, где по-настоящему счастлив. Вечер проходил в довольно веселой атмосфере. Старшие товарищи заказали много выпивки, заедая приличным количеством еды. Какаши лишь качал головой, как бы всем видом указывая, что понятно, чьи это бойцы. Рин сидела рядом со мной и почти не отпускала мою руку. Она крепко сжимала ее своей ладонью, будто бы боясь, что я вновь исчезну. Так шло время. Веселые истории стали сменяться грустными. Все больше проскальзывали в воспоминания о павших друзьях. Из 200 опытных бойцов осталось лишь 40. А Акая, который напился сильнее всех, выдал грустную речь и под конец впустил слезу, прикрывая глаза рукавом. Когда совсем стемнело, Какаши оставил обещанную сумму денег и сказал, что ему нужно доложить в штаб, пока все не разошлись. Я крепко пожал его руку и улыбнулся. Слова были бы излишними. Бойцы из моего отряда, изрядно напившиеся, решили проводить пьяного вдрызг Акая, а потом разойтись по домам. Они долго лезли ко мне обниматься, обещая, что никогда не забудут своего командира. 40 человек вновь встали передо мной в шеренгу, потрепанные, с улыбками на лицах. Они в последний раз поклонились и улыбнулись мне. Всех их я знал по именам. Каждый для меня был не просто подчиненным, а близким другом. И я ответил на их жест уважения, сделав то же самое. Еще несколько минут мои глаза, не отрываясь, смотрели на шумную компанию, которая тащит Акая домой, покуда они не скрылись в вечерней темноте. Теперь же я думал, что смогу провести хоть немного времени наедине с Рин. Однако она легонечко качнула головой в сторону Наны, которая, стоя на улице, смотрела куда-то вверх на звезды. Я утвердительно кивнул. Рин, не брось ты ее, особенно сейчас. Я на ее месте поступил бы так же, ведь теперь Нане нужно многое принять и переосмыслить, а когда рядом хороший друг, даже самые темные моменты жизни преодолеваются легче. И я проводил девчонок до дома Рин. Нана замерзла и зашла внутрь, и я же стоял, сжимая покрасневшие на морозе ладони Рин. Она прижалась своим лбом к моему, вглядываясь карими глазами, после чего поцеловала меня и отправилась вслед за Наной. Этот странный вечер позволил мне
мне почувствовать долгожданное душевное спокойствие. Счастливый и умиротворенный я шагал по улицам Канохи, глядя на снежинки, что падали сверху. В эти минуты я будто бы забыл об ужасах последних 4 месяцев. Войдя в квартал Учиха, я был удивлен, не встретив ни одного патруля, который частенько выходит на ночные дежурства, сторожат покой Канохи. Пустынные улочки показались безжизненными и холодными. Лишь свет в окнах давал понять, что здесь есть жизнь. И как же я был рад, когда увидел, что в окне моего дома все еще светло. Застыв у двери, я долго не решался что-либо сделать. Стало немного стыдно, что я не оповестил бабушку о своем прибытии сразу же. Выдохнув, я постучался. За дверью послышалась суета и топот ног. Бабуля, открыв дверь и увидев меня, несколько секунд всматривалась, после чего, рассматривая, радостно улыбнулась. «Как же ты возмужал, мой мальчик!» Я бросился к ней в объятия. Бабушка теперь казалась какой-то маленькой, будто бы уменьшилась в размерах. Она суетливо помогла мне снять рюкзак, затем элементы брони. Ее глаза разбегались, глядя на меня при свете лампы. Бабуля, не переставая, хихикала, рассказывая о том, что с ней происходило, выкладывала тарелки с едой и заваривала чай. Смотря на это, я замечал, как она расцветала на глазах. Морщинки на лице разглаживались, в глазах мелькала привычная мне живость, слегка сгорбленная спина выпрямлялась. Удивительная женщина моя бабушка. Наверняка мама была такой же, как она. Мы сидели до позднего вечера и пили чай. Я рассказывал ей о том, что произошло со мной за время отсутствия. Бабуля грустно качала головой, узнавая печальные подробности произошедшего. «Эта война забрала столько жизней, что земля уже пропиталась кровью», заключила она, посмотрев на дно своей чашки. «Еще немного, бабуль, подожди еще чуть-чуть, я обязательно закончу ее», сказал я, сжимая кулаки. «Обита, ты сейчас так похож на своего отца в молодости». «На папу? Он тоже такое говорил?» «Да, твой отец был идеалистом, каких еще нужно поискать. Очень храбрый, порой даже самонадеянный и гордый, но все же очень добрый юноша. И да, в твоем возрасте он тоже ходил с длинными волосами». Я попытался представить отца с подобной прической и слегка скривил лицо. Тогда понятно, почему он постригся. Совершенно не шло ему. «Ну не знаю, твоей маме нравилось. Она говорила, что завидует его шевелюре, вечно шутила, что будет расчесывать его волосы, и звала к нам в гости». «А он что?» – спросил я, радостно вслушивая в столь редкие истории о своих родителях. «Он краснел, терял дар речи, а после называл твою маму глупой девчонкой. Твоего отца очень задевало, что она воспринимала его как подружку». Я рассмеялся, понимая, что, наверное, отреагировал бы точно так же. Видимо, это у нас семейное. После недолгого молчания я вспомнил о своем путешествии до дома и спросил: «Бабушка, я не видел ни одного патруля. Где шиноби из военной полиции Канохи?» Бабуля посмотрела на меня с удивлением, после закивала головой и проговорила: «Ах, да, ты ведь уже в тот момент ушел на миссию. После твоего ухода Фугасаку-сан собрал всех шиноби из клана Учиха в храме. Как мне передали, он очень хорошо отзывался о тебе, ставя в пример нынешнему молодому поколению. Он был решительно против отсиживаться в деревне, пока остальные проливают кровь за наш дом. Поэтому спросил, хочет ли кто отправиться с ним к лорду Хокаге и просить того о включении Учиха в регулярную армию. Ох, какой же там был клич. Почти все согласились». «Ух ты!» – изумленно воскликнул я. «Правда, не все так просто». «А о чем ты?» «Для тебя не секрет, что нас недолюбливают в деревне. Многие боятся Учиха, даже если мы готовы помогать. К тому же, владея шаринганом, член клана рискует. Ведь на него могут нацелиться охотники из других скрытых деревень». Она вздохнула, я понимающе кивнул. «Поэтому совет деревни отнесся с осторожностью к просьбе Фугаку-сана. Однако лорд Хокаге выразил полное доверие к нашему клану. Это и сыграло решающую роль. Фугаку-сан было разрешено собрать довольно значительный отряд, при условии, что часть Учиха все еще останется на защите Канохи». «Значит, сейчас мысы-клановцы тоже где-то воюют?» «Видимо, да. Я не так много знаю. Лишь самые важные новости доходят до моих ушей. Разве ты не посещал собрание?» Нет, я довольно много времени уделял тренировкам и заданиям. «Ох, Обита, это нехорошо. Участвовать в жизни клана тоже важно», – добродушно пожурила меня бабушка.
И правда, за все это время я был так занят саморазвитием, что забыл, мой клан тоже находится в опасности. Задумавшись, я решил, что после войны обязательно решу эту проблему. Просидев до ночи, я повалялся еще немного в ванной, и тогда уже отправился в комнату. Она казалась такой непривычной, будто бы и не моя вовсе. Я улегся на футон и прикрыл глаза. Честно говоря, долгожданного спокойного сна не наступило. Я попросту ворочался, чувствуя дискомфорт. 4 месяца в тяжелых условиях давали о себе знать. В итоге я уселся рядом с окном, прижал к себе катану, оперся спиной о стену. Привычная поза и тишина позволили мне ощутить спокойствие. Я задремал потихоньку, проваливаясь в сон. Но в следующую минуту меня словно ударила молния. Моя рука рефлекторно выхватила катану, направляя ее в сторону окна. В ночной тьме на крыше я видел серебряные волосы и лицо в маске. Она удивленно смотрела на меня сквозь стекло. Я выдохнул и открыл окно. «Время уже за полночь. Ты какого черта тут делаешь?» – спросил я, глядя на Какаши. «Знал, что ты не спишь. Если бы не твоя персона, давно бы уже третий сон досматривал, дурак». Мой друг не ответил, вместо этого жестом пригласил присоединиться к нему. Я вздохнул, накинул на себя теплые вещи и выбрался на крышу, садясь рядом с Какаши. Несколько минут мы молча сидели, смотря на звезды и полную луну. «Надеюсь, ты позвал меня не на луну выть, волк-одиночка?» Попытался пошутить я, разряжая атмосферу. «Ты фальшивишь. Обойдусь», – парировал тот, тыкая меня плечом в бок. Я лишь покачал головой, слегка усмехаясь над этой привычной остроумной шуткой. Вновь воцарилось молчание. Холодные порывы ветра завывали, обдувая и обжигая его. Краем глаза я взглянул на Какаши. Он всегда выглядел каким-то отрешенным и задумчивым, но сейчас было видно, что он будто бы погрузился в самые дальние уголки своих размышлений. «Ты ведь не просто так пришел сюда. Колись давай, что тебя беспокоит?» – спросил наконец я. «Не говори об этом так, будто бы знаешь, что у меня на уме», – слегка обозленно ответил товарищ, после чего выдохнул и продолжил. «Ты и сам понимаешь, что дело в этой войне». Я молча кивнул. Какаши поднял взгляд кверху, его глаза забегали по небесным огонькам. Казалось, будто бы он производит мысленный отсчет, прежде чем решиться сказать. «Меня назначили одним из командиров предстоящей операции. После столь томительного ожидания я рассчитывал услышать что-то более ужасное. Нельзя же так интриговать. Поэтому я стукнул Какаши в плечо и весело проговорил. «Ха, нашел из-за чего переживать. Фу, а я-то думал, случилось чего. А тут такое. Не пугай меня так». Какаши удивленно посмотрел на меня. «Ну и чего ты так вытаращился? Ты же превосходный командир. С твоими задатками и умениями нам волноваться нечего». «Вот как? А самое главное, что мне не придется ничего делать. Прощай суперответственность», – шутливо проговорил я, откидываясь назад. «А ты будешь моим заместителем», – промолвил мой друг как бы невзначай. «А, заместителем? Да это же просто «Стой, чё?» – воскликнул я, теряя равновесие. «Какого же хрена?» «Обе-то. У меня больше нет тех, кому бы я мог довериться настолько, насколько верю в тебя», – серьезно ответил Какаши. «Но... А как же, например, Гай? Ты сейчас серьезно?» – спросил Какаши, глядя на меня и приподнимая одну бровь. Ладно, согласен. Не совсем то, что нужно. Гай он хороший парень, с сильной волей и желанием победить, но очень поспешный и не оценивает ситуацию до конца. Для него скорее важен сам факт битвы, нежели ее исход». Какаши рассказывал о нем с какой-то теплотой. Удивительно, что он относится к этому человеку с такой простотой, несмотря на то, что Гай его жутко бесит. «Кажется, ты нашел себе нового друга, пока я бегал по лесам врага», – весело вопросил я, язвительно улыбаясь. «Мы не друзья. Вернее, назвать нас друзьями довольно сложно. Мы скорее хорошие соперники, что ли?» Неловко оправдывался Какаши. Я выдохнул, после чего положил руку на плечо друга и проговорил. «Вот опять ты за старое. Перестань уже ко всему относиться с такой мнительностью. Ведь это же совсем неплохо, когда тебя окружают друзья и близкие. Прими свои чувства. Светлыми чувствами людей не спасти. Кажется, я тебе уже об этом говорил», – сухо отметил Какаши, смотря на меня с укоризной. Глядя на него, я вспомнил то, как он почти готов был отдать жизнь за своих учеников в нашей битве с Кагуей. Маленький бессовестный лжец. На моем лице проскользнула грустная улыбка. «Ты чего на меня так смотришь?» – спросил Какаши с недоверием. «Да так, просто думаю, что все же знаю тебя лучше, чем ты сам думаешь». «Самонадеянно. Впрочем, как и всегда».
Ну, так поэтому мои друзья. Кто-то же должен спускать меня с небес на землю. Друзья, повторил Какаши, кивая. Поэтому не переживай, если ты волновался из-за моего отказа от роли твоего заместителя, то не следует. Я буду с тобой. Спасибо. Правда, дело не только в этом. В последнее время я чувствую, как стал слабеть. Слабеть? О чем ты? Ты болен? Взволнованно спросил я, осматривая Какаши, вертя его тело в разные стороны. Прекрати меня щупать, я имел в виду совсем другое, воскликнул тот, отмахиваясь от меня. Его лицо выглядело крайне серьезным. Кажется, сейчас не до шуток. Говори, пока тебя не было, я много времени проводил на тренировках в перерывах между миссией. Минато-сенсей помогал мне практиковаться и оттачивать свои навыки. Меня невольно обуяла ревность. Минато мой учитель, подлый Какаши. Он и здесь преуспевает. Сколько жизней нужно пережить, чтобы успевать за этим гиперактивным всезнайкой. Однако я все еще слаб. О чем ты? Совершенно недоумевая, спросил я. Я это понял, пытаясь сравниться с тобой. Раньше ты постоянно гнался, лишь бы одолеть меня. И из раза в раз я замечал, как ты становишься сильнее, пока в один момент я не увидел твои действия после недавней миссии. Такое ощущение, будто по опыту ты перешагнул на много лет вперед. Все, что ты делал, было для меня каким-то недосягаемым. Вернее, я прекрасно осознавал, что и сам так могу, но, по-моему, это лишь оправдание. В словах Какаши есть доля истины, ведь я действительно имею опыт, превышающий мой здешний возраст. Даже как-то стыдно. И даже если отбросить эти факторы, я совсем не продвинулся в плане моей техники. Сколько бы ни пытался, я просто не могу стать в ней лучше. Ты про Чидори? Ага. Я тренировался много раз, но все еще не получил полного баланса между скоростью и точностью, хотя справедливости ради стоит отметить, что продвижки есть. По крайней мере, так говорит Минато-сенсей. Я понимающе кивнул. Для моего друга превосходство, ум, расчетливость и холодность всегда были внутренней силой. В своей жизни Какаши мог полагаться лишь на них, особенно после смерти своего отца. Сейчас, когда он изменился, перемены в его жизни медленно, но верно вытесняют остатки излишнего эгоизма. Для него это мучительно и сложно, но видимо, как он старается, его слова, мысли, действия отныне они направлены не на личные нужды, а во имя тех, кто ему дорог. Знаешь, Минато-сенсей создавал свою технику 4 года, а уж он-то всяко талантливее нас, верно? Ну да, согласился Какаши. Так вот, даже не смей сомневаться в своих силах. Ты, Хатаки Какаши, один из легендарных джоунинов скрытого листа. Самый молодой джоунин, отличный командующий и друг. Конечно, ты еще тот дурак, но в последнее время на твоих качествах это не сильно отражается. Я проговорил эти слова и засмеялся. Какаши приложил руку к колбу, повертел головой и проговорил. Это самая ужасная похвала в моей жизни. Ты вообще старался? Да пошел ты, воскликнул я. Не представляешь, как тяжело придумать тебе хорошее качество. На ум идут только зануда, зазнайка, зубрила и засранец. Да, видимо, дальше твое знание алфавита кончается. Слова на букву «З» уже не так плохо, парировал тот, усмехаясь надо мной. Я собрал комочек снега и кинул ему в лицо. «Ха! Остудись!» Какаши очистился от него, зло зыркнул на меня, после чего собрал свой комок и проговорил. «Ты бросаешь мне вызов? Ну так ты не сможешь быть моим капитаном, если не докажешь, что достоин!» Гордливо провозгласил я и, не успев дождаться ответа, получил снежком промеж глаз. 1-1. «Ух, ну все, сейчас ты пожалеешь, что не сдался сразу же!» Весело воскликнул я, начиная бросаться снегом в друга. Мы весело скакали по улицам и ближайшим крышам, участвуя в причудливом соревновании. В эти минуты я видел, как мой друг по-настоящему улыбался, забывая о том, что он обязан сохранять свою пресловутую холодность и мрачность. Продолжение следует.